грязи, по ямам или кочкам у нас могут вот такие вот звуки издаваться между дверной картой и панелью. Я думаю, что прекрасно слышно эти звуки. Так происходит у нас и с левой, и с правой стороны, а всему виной вот эта резиночка, которая, то есть она вот такая достаточно грубая, которая у нас, то есть она резина пластиковая, то есть по идее она должна быть полностью резиновая, которую вот можно видеть, вот тут оставляет следы, то есть постепенно появляется пыль, появляется еще что-то, то есть как я с этим борюсь лично, то есть вот я очищаю от грязи и пыли, я пользуюсь вот таким вот силиконовым спреем. У кого-то, если есть, например, там тюбики или еще что-то, сразу, например, там, с губочкой или еще с чем-то. То есть прям вообще самый лучший вариант. Просто берете, промазываете губкой. Вот, то есть я просто беру, промазываю его прям как следует по всей площади. Занятие это элементарно, делать это постоянно не нужно. Я делаю это примерно, может, раз в 2 месяца, ну, плюс-минус. Вот. Делаем с этой стороны. Эту часть я не натираю, то есть я ее просто очищаю от грязи, вот, чтобы она была сухая, но никак не натираю. Сейчас также давайте сделаем со второй стороны. То же самое у нас вот там скрип немного есть. То же самое, можно обратить внимание, видите следы. То есть, что пыль тут копится. Вот как раз получается место контакта. Видите, она достаточно грубая резинка, то есть ее бы сделать помягче, потому что она, ну вот прям действительно жесткая, аж вон панель прожимается. То есть сделать бы ее помягче, но почему-то китайцы вот так не сделали. Ну и также вот силиконом натираем. Добавим еще слой пройдем и прокатимся. Едем тот же самый маршрут, абсолютно по той же траектории, по тем же ямам. Ну, как можно слышать, точнее не слышать, все этот звук у нас пропал. Все, то есть эти резиновые, полурезиновые пластиковые уплотнители у нас, получается, забиваются грязью, дубеют и начинают издавать звуки. То есть регулярная смазка их. Все, вот опять едем по ямам. Все, тишина. То есть регулярная смазка решает этот вопрос.